Глава 401. Светящийся небесный бамбук. После того, как Ханли ушел из чайной, он не собирался возвращаться в свою резиденцию. Вместо этого он направился по дороге в соседний магазин. Затем он просто сел и закрыл глаза. Спустя некоторое время Ханли нахмурился и открыл глаза. Он попытался украдкой использовать свое духовное чутье, чтобы вернуться в чайную и послушать то, что они сказали потом. Однако он не ожидал, что будет заблокирован слоем ограничительных заклинаний, когда он приблизится к комнате. Эти ограничения не были какими-то сложными заклинаниями, и Ханли легко мог прорвать их своим духовным чутьем. Однако это вызвало бы слишком много шума и разрушило его план скрытно шпионить за ними. Поскольку Ханли не мог проследить за ними, он убрал свое духовное чутье. Кажется, секта изысканного звука не шутит. Они не оставили никаких дыр, которые можно было бы использовать. Ханли открыл рот и выплюнул длинный зеленый кинжал и использовал его, чтобы вернуться в свою резиденцию в пещере. Вернувшись в свою резиденцию, Ханли отправился в свою тайную комнату и достал сумку для хранения, в которой находились материалы из демонических животных. Затем он позвал Кривую Душу, чтобы он проводил его в чайную для безопасности. Путешествие туда и обратно заняло довольно много часов. К счастью, к тому времени, когда Ханли и Кривая Душа вернулись в чайную, подчиненный леди Фан, мужчина средних лет, с нетерпением ждал его. При виде приближающегося Ханли, он сразу же улыбнулся. Ханли увидел, что как только он вернулся, подчиненный леди Фан тут же отправился доложить о его приходе. Затем он спокойно вошел внутрь с Кривой Душой. К тому времени, когда Ханли прибыл в их комнату, молодая женщина и мужчина средних лет почтительно ждали его. «Старший Чжао и леди Фан ждут вас». Осторожно женщина проговорила с почтительным выражением. Закончив, она любопытно взглянула на Кривую Душу. Ханли не собирался представлять Кривую Душу, а просто кивнул головой и прямо вошел в комнату вместе с ним. Молодая женщина колебалась на мгновение, но она не решилась шагнуть вперед и беспокоить его. Леди Фан снова накрыла свое лицо. Увидев Ханли, ее глаза загорелись ярким светом. Старший Хань вернулся довольно быстро. «Я думала, что вам понадобится больше времени». «А этот старший?» Сияющая улыбка леди Фан застыла, увидев Кривую Душу. «Это мой хороший друг, Кривая Душа». Узнав о нашей сделке, он захотел посмотреть. «Я уверен, что леди Фан не возражает, да?» Ханли рассмеялся и объяснил присутствие Кривой Души. «Конечно, нет. Пожалуйста, присаживайтесь». Леди Фан пристально посмотрела на уродливое лицо Кривой Души и его холодное выражение, прежде чем ответила со сладкой улыбкой. Она была втайне рада. К счастью, они не планировали проводить какую-либо грязную игру, в противном случае они спровоцировали бы великого врага, учитывая появление второго культиватора стадии формирования ядра. Кроме того, ее намерения втянуть в их дела Ханли только усилились. «Все материалы здесь. Пожалуйста, взгляните». Ханли перешел сразу к делу. Как только он сел за стол, он положил на него 2 сумки для хранения с материалами из демонических зверей. Когда леди Фань увидела это, она не смогла скрыть свою радость на своем лице и тут же стала изучать сумку для хранения своим духовным чутьем. Затем она передала сумку старшему Чжао. Старик спокойно взял сумку и стал осматривать предметы для оценки. Это заняло некоторое время, потому что количество материалов было слишком велико. Пока старик осматривал материалы, леди Фан с широкой улыбкой на лице беседовала с Ханли, бессознательно пытаясь расспросить его об этих материалах. Но Ханли быстро соображал и легко отклонял ее вопросы, не давая женщине никакой информации. Спустя какое-то время старейшина Чжао закончил проверку материалов и использовал передачу голоса, чтобы дать оценку леди Фан. После некоторого молчаливого обсуждения она понизила цену на 10-ю часть и предложила ее Ханли. Когда Ханли услышал это, он начал бормотать про себя, в результате чего леди Фан несколько разволновалась. Чтобы успешно провести сделку, она стиснула зубы и немного поколебалась, прежде чем взяла на себя инициативу и все-таки повысила цену на 5%. Услышав новую цену, Ханли кивнул головой и одобрил. Хотя он ясно понимал, что цена была немного заниженной, возможность продать все эти предметы разом была в значительной степени удовлетворена. Когда леди Фан увидела, что Ханли одобрил цену, она почувствовала облегчение и передала сумку для хранения, содержащую большую сумму духовных камней среднего класса. Сделка была закончена, и обе стороны остались довольны. Но когда Ханли собирался уйти, женщина небрежно сказала: «Я слышала, что старший ищет какой-то экзотический бамбук. Мне случайно удалось получить некоторую информацию об этом. Не заинтересован ли старший в том, чтобы остаться и выслушать эту информацию?» Сердце Ханли вздрогнуло, и он невольно повернулся.
В этот момент леди Фан с улыбкой смотрела на Хань Ли. Ее красивые глаза скрывали своеобразный блеск. Леди Фан, эксперт по очаровывающей технике, намеревалась воспользоваться удивлением Хань Ли и надеялась таким образом зацепить его. В будущем Хань Ли бессознательно стал бы почтительнее относиться к ней. Когда Хань Ли встретил ее взгляд, он почувствовал странное чувство влечения к ней. Словно он задыхался, и ему трудно было уйти. Когда его разум чуть не поддался давлению, в его голове мелькнула мысль словно молния: техника очарования. Внезапно сердце Хань Ли вздрогнуло, а выражение его лица стало холодным. При виде ледяного выражения на лице Хань Ли сердце леди Фан ушло в пятки, а ее техника очарования потеряла свой эффект. Испугавшись, она поспешно хотела отвести взгляд, но по какой-то неизвестной причине ее шея и череп словно оцепенели, и она не смогла отвести взгляд. Она даже не могла открыть рот. Захват культивации. Как только леди Фан поняла, что происходит, она почувствовала, она совершенно испугалась и стала пытаться освободиться от хватки Хань Ли. «Что ты сделал с моей дорогой Фан?» Когда старейшина Чжа увидел, что леди Фан стала вести себя как-то странно, его глаза сверкнули холодным светом и шагнул назад. Однако кривая душа тут же размылся, исчезнув из его поля зрения. Старик невольно стал беспокоиться о его внезапном появлении кривой души рядом с ним и о его странной технике передвижения, не зная, что ему делать. В этот момент выражение леди Фан стало таким жалким, будто она умоляла Хань Ли пощадить ее, поскольку ей было бессмысленно сражаться. Хань Ли холодно фыркнул и освободил ее от своего взгляда. После того, как он ее пощадил, она тут же отвела взгляд. Но в то же время она невольно сплюнула кровь изо рта, в результате чего ее платок стал красным. «Фан, ты!» — старейшина Чжао нахмурился при виде этого и яростно взглянул на Хань Ли, желая напасть. «Старейшина Чжао, не сердись!» Старший хан отнесся ко мне снисходительно. Я пострадала от захвата Ци. То, что я сплюнула кровь, это уже проявление милосердия. Леди Фань поспешно остановила старика от необдуманного действия и сказала это с широкой улыбкой. Услышав это, выражение старика постепенно смягчилось. Я действительно не думала, что старший окажется экспертом в технике очарования. Я импульсивно попыталась проверить вас, пожалуйста, не судите меня слишком строго. Тем не менее, я действительно знаю информацию о местонахождении светящегося небесного бамбука. Увидев, что взгляд Хань Ли по-прежнему оставался суровым, женщина взяла на себя инициативу заговорить, опасаясь, что тот не будет разведывать предыдущий вопрос. Светящийся небесный бамбук. Холодное выражение лица Хань Ли немного изменилось, услышав это. Светящийся небесный бамбук. Одно из 3 божественных деревьев. Хань Ли сомневался в том, что услышал, но по его голосу было слышно, что был взволнован. Хотя он планировал использовать исключительный бамбук, чтобы усовершенствовать свое магическое сокровище, он не думал о том, что у него появится возможность использовать одно из 3 великих божественных деревьев, чтобы усовершенствовать его. Но ведь считалось, что эти 3 великих божественных дерева исчезли. Леди Фан вытащила маленькую нефритовую бутылочку и проглотила лекарственную таблетку, в результате чего ее цвет лица пришел в норму, а затем она заявила с абсолютной уверенностью: «Верно. Я лично держала его в руке. Он определенно настоящий. Вы еще не продали его кому-нибудь другому?» Хань Ли посмотрел на женщину, и его тон снова стал холодным. В то же время он с опаской подумал: неужели эта женщина не усвоила свой урок и хочет использовать меня, чтобы справиться со своей грязной работой? Немного поколебавшись, леди Фан решила дать предельно честный ответ: нет. Этот предмет изначально был продан с аукциона в городе Звездного неба. Однако мы не ожидали, что большая часть наших товаров будет ограблена во время транспортировки. Наша секта сумела найти укрытие наших воров и собирает команду даосов, чтобы уничтожить их одним ударом. Глава 402. Представители левых и правых его украли. В глазах Хань Ли было недоверие. Хотя старший нам и не верит, но это чистая правда. Леди Фан наигранно улыбнулась. 2 месяца назад наш магазин совершил крупную сделку. Прибыль была настолько огромной, что нашей секте изысканного звука не пришлось бы заниматься делами еще 10 лет. Таким образом, наша секта собрала большое количество материалов и отправила их в сопровождении нашего мастера секты Вана и большинства наших экспертов. Однако группа культиваторов в масках перехватила наш конвой. Техника их 6 культиваторов стадии формирования ядра была невероятно свирепой, а остальные культиваторы превосходно действовали сообща. Наш мастер секты был побежден и умер на месте, а сумки для хранения вместе с купленными предметами были украдены.
Большинство учеников нашей секты погибли при этом нападении. Если бы не двое наших старших, которые обладали техниками культивации, основанной на ветре, и секретные техники, которые понизили уровень их культивации, из нас никто бы не выжил. Пока женщина говорила это, ее голос постепенно понижался, а лицо становилось печальным. Быть может, эта ловушка была устроена покупателем. Мгновенно выпалил Хань. Это невозможно. Наш покупатель был членом торгового союза 4 элементов. У них безупречная репутация. С чего бы им портить свою репутацию только потому, что они продали такое большое количество товаров, учитывая их силу? Леди Фан слегка покачала головой в знак отрицания. Хань холодно посмотрел на нее и ничего не сказал. У него не было ни малейшего желания утешать женщину. В ответ на равнодушие Хань леди Фан пришлось проглотить свое горе и продолжить объяснение. Этот маленький стебель небесного светящегося бамбука был сокровищем маленькой секты. Однако секта значительно сократилась, и у нее остался только один эксперт. Поэтому они решили продать ее в нашу секту. Мастер нашей секты нес его при себе и планировал продать его на аукционе в городе Звездного неба после заключения сделки. Мы не ожидали, что его тоже украдут. Но когда мастер нашей секты перевозил эти товары, ему удалось использовать трюк, чтобы отследить местоположение убежища воров. Однако среди них много культиваторов на стадии формирования ядра, а у нашей секты теперь нет сил им противостоять. В результате эта встреча стоила нам не только купленных товаров, но и множество культиваторов высокого уровня. Магическая сила тех воров очень высока, но если вы готовы помочь нам, мы не будем возражать, чтобы вы забрали небесный светящийся бамбук себе. Женщина тщательно подбирала слова, чтобы изложить свои намерения. Выражение лица Хань сначала было равнодушным, когда он услышал это, но его глаза забегали, как будто он думал о чем-то. Когда леди Фан увидела это, она поняла, что Хань взвешивает все преимущества и недостатки, и она поспешно попыталась подсластить пилюлю. И если старший по-прежнему чувствует, что цена его услуги слишком низкая, наша секта готова подарить вам первую красавицу нашей секты в качестве служанки. Меня это не интересует. Хань прямо отклонил ее предложение. Женщина была разочарована его ответом. Хань слегка вздохнул и задал вопрос, который очень удивил женщину. Небесный светящийся бамбук уже использовали для усовершенствования. Какого он был возраста, его еще не использовали. Небесный светящийся бамбук в течение многих поколений выращивался той маленькой сектой. По их словам, растению было более 100 лет. Его можно продолжить выращивать дальше. Может быть, старший не хочет использовать его для усовершенствования своего магического сокровища, а хочет оставить его для своих потомков. Тем не менее, небесный светящийся бамбук растет очень медленно. За каждые 1000 лет он вырастает всего на дюйм. Поистине трудно взрастить его. Спросила женщина, сбитая с толку. Хань не ответил на ее вопрос, опустив голову в созерцание. Как только на лице старейшины Чжао начало проявляться нетерпение, Хань наконец пришел к решению и спокойно сказал: в дополнение к небесному светящемуся бамбуку мне нужно еще кое-что. В конце концов, кривая душа также пойдет со мной на дело. Это не проблема. Наша секта считает эти условия приемлемыми. Леди Фан согласилась на условия с сияющей улыбкой, как будто она не собиралась спорить. В этом случае, когда придет время, отправьте сообщение в мою резиденцию. Конечно же, ваша высокоуважаемая секта уже знает, где она. Не дожидаясь, когда леди Фан скажет что-нибудь еще, он повернулся и вышел из комнаты вместе с кривой душой, не давая ей каких-либо дополнительных возможностей использовать на нем еще какую-либо технику. Когда Хань резко вышел из комнаты, старейшина Чжао и леди Фан с тревогой переглянулись между собой. Выражение лица леди Фан постоянно менялось от радостного до мрачного. Вернувшись в свою резиденцию, вместо того, чтобы спокойно ждать, пока секта изысканного звука позовет его, он навестил нескольких знакомых культиваторов в стадии формирования ядра и расспросил у них о секте изысканного звука. Удивительно, но все они знали об этой секте, некоторые даже совершали с ними сделки. По словам этих культиваторов, секта изысканного звука была довольно надежной сектой с хорошими деловыми отношениями. Однако в их секте на протяжении многих поколений власть принадлежала только женщинам, включая положение мастера секты. Нельзя сказать, что секта изысканного звука обладала мощной силой. Помимо мастера секты, единственными другими высокими позициями были представители левых и правых. Таким образом, вполне естественно, что в качестве поддержки они будут использовать 2 или 3 приглашенных старейшин. По силе их нельзя было считать самыми сильными, но и слабыми их назвать было тоже нельзя. Но даже с такой силой никто не осмеливался их провоцировать.
Это было потому, что женщины-культиваторы из этой секты были красивы, как цветок, и обладали большим талантом культивации. Женщины-культиваторы часто выбирали себе партнеров по «да», и тот, кого они выбирали, получал довольно много открытой и скрытой поддержки. Однако то, что Ханли больше всего беспокоило, заключалось в том, что, хотя их репутация была приличной, он слышал, что они часто замышляли злобные заговоры, чтобы убить других культиваторов. Но то, что было самым известным о секте изысканного звука, так это их чарующие техники. Огромное количество культиваторов-мужчин было увлечено этими техниками из своей секты. Благодаря этой информации у Ханли появилось общее представление о секте изысканного звука. Немного подумав, он решил, что выполнить эту работу и получить в награду небесный светящийся бамбук было неплохой идеей. Таким образом, когда он вернулся в свою резиденцию, он начал создавать марионеток в ускоренном темпе. Спустя полмесяца в руку Ханли влетел талисман передачи звука. Прослушав его, Ханли стал спокойно собирать свои вещи, а затем покинул резиденцию вместе с Кривой Душой и 2 своими кровавыми пауками. Подойдя к одним из ворот города Звездного неба, он увидел молодую женщину по имени Леонер, которая с опаской ждала его. Когда она увидела Ханли и Кривую Душу, она поспешно подошла к ним с улыбкой и сказала: «Старшие, моя госпожа хочет, чтобы я проводила вас на остров, на котором мы собираемся. Затем мы отправимся в наше путешествие». Ханли кивнул головой и безмолвно вытащил свой зеленый сверкающий кинжал. Обернув себя и девушку светом кинжала, они улетели прочь. Кривая Душа превратился в полоску желтого света и последовал за ними. Казалось, что девушка первый раз летела на магическом сокровище. Показывая Ханли направление, она то и дело с любопытством разглядывала его кинжал. Но всякий раз, когда ее взгляд встречался с Ханли, она невольно отводила голову. Молодая женщина и Ханли были довольно стояли на кинжале, почти касаясь друг друга. Если бы Ханли слегка наклонил голову, он смог бы увидеть ее красивую, белую шею и почувствовать ее сладкий аромат, воспользовавшись его небольшой удачей. Женщина, похоже, заметила это, и ее щеки покраснели от этой мысли, что очень удивило Ханли. Он слегка улыбнулся. Он догадался, что, поскольку леди Фан отправила свою личную служанку, чтобы показать дорогу, она пыталась использовать ее красоту, чтобы заманить его в ловушку, поскольку чарующие техники на него не действовали. С этой мыслью он внутренне усмехнулся и вздохнул с запахом молодой женщины, заставив ее слегка вздрогнуть. Ее уши тут же покраснели от смущения, а сама она разволновалась. Однако Ханли не продолжал, и молодая женщина, в конце концов, успокоилась и продолжила показывать Ханли дорогу. Через час Ханли спустился на маленький, безымянный остров. Примерно в 100 метрах от вершины горы, помимо леди Фан и старейшины Чжао, стояло около дюжины человек, которые медитировали или перешептывались между собой. Среди них было 5 культиваторов в стадии формирования ядра, а остальные были на поздней стадии заложения фундамента. Казалось, что секте изысканного звука пришлось потратить немало сил и влияния, чтобы собрать этих людей. Увидев, что ее слуга прибыл вместе с Ханли и Кривой Душой, леди Фан обрадовалась и поспешно подошла к ним. «Для нашей секты это действительно огромная честь, что 2 старших согласились присоединиться. Позвольте мне познакомить вас с остальными». Глаза женщины были переполнены эмоциями. Она представила Ханли и Кривую Душу одному культиватору стадии формирования ядра по имени Мэн и 4 культиваторам на поздней стадии заложения фундамента. Но то, что удивило его больше всего, заключалось в том, что после того, как леди Фан познакомила их с этими людьми, как бы пытаясь продемонстрировать свою силу, она не представила их другим. Леди Фан взглянула на симпатичную женщину, одетую в зеленую одежду, и Ханли последовал ее взгляду, понимая, что культиваторы, которых она не знакомила с ними, по-видимому, были связаны с женщиной в зеленой одежде. У женщины были длинные брови, большие глаза и высокий, тонкий нос. Ее изящные глаза, казалось, испускали странную ауру. С одного взгляда можно было сказать, что она была здесь авторитетом. Однако благодаря ее внешности мужчины мечтали покорить ее сердце. Эта женщина холодно рассмеялась после того, как увидела леди Фан, но она была слегка шокирована, увидев Ханли и Кривую Душу. Затем она повернулась и прошептала что-то культиватору, который был позади нее, не обращая внимания на леди Фан. «Кто она?» — спокойно спросил Ханли. Фан Юньмей тут же ответила: «Чжо Жутин, представитель правых из нашей секты». Ханли невольно взглянул на эту женщину еще раз, к неудовольствию Фан Юньмей. У Ханли не было никаких пошлых мыслей насчет этой Чжо Жутин. Он просто чувствовал, что она словно казалась ему знакомой, поэтому он невольно задумался. Леди Фан стала угрюмой, увидев это, и повернулась, чтобы поговорить с Кривой Душой.
Однако тот оставался равнодушным, пока она говорила, и не произнес ни единого слова в ответ, что ее еще больше омрачило. Глава 403. Эксцентричный Скарлетт Флейм. Наньгун Ван. В конце концов Хань Ли понял, что именно казалось ему знакомым в этой женщине. Хотя внешность Чжо Жутин отличалась от Наньгун Ван, незначительное сходство в ее манере держаться не давало ему покоя. Теперь, зная причину этого чувства, Хань Ли еще раз взглянул на Чжо Жутин, а затем отвел взгляд и с силой подавил волнение в своем сердце. Однако с тех пор, как Хань Ли и Кривая Душа прибыли, ни Леди Фан, ни Чжо Жутин, казалось, совершенно не собирались выдвигаться. Вместо этого они иногда смотрели в небо, словно ожидали кого-то. Хань Ли был несколько озадачен этим, но он не стал задавать никаких вопросов. Вместо этого он нашел пустынный угол и сел там с Кривой Душой в ожидании миссии. Они прождали почти целый день. И если бы эти люди не были культиваторами, обладающие невероятным терпением, приобретенным по время культивации, они бы уже давно начали жаловаться. Но даже в этом случае люди на их лицах стало появляться недовольство. Леди Фан и Чжо Жутин, очевидно, были обеспокоены этим, поэтому отошли в сторону, чтобы немного пошептаться. Когда Хань Ли увидел это, он предположил, что они кого-то ждут, как вдруг раздался гром, и в небе появилась черная полоска света. Когда черная полоса приблизилась к ним, многие культиваторы, которые до этого медитировали, встали и удивленно взглянули на нее. В мгновение ока черная полоса уже появилась над ними. Хань Ли и другие теперь могли четко видеть, что эта черная полоса была фактически черным облаком диаметром около 20 метров. Его площадь была достаточно большой, чтобы покрыть всю вершину горы. Грохот грома и вспышки молнии только добавляли таинственности этому зрелищу. Пока толпа безучастно смотрела на черное облако, изнутри вдруг раздался холодный голос женщины, старшей Скарлетт Флейм: «Теперь вы можете меня отпустить. Я хочу поговорить со своими двумя старшими боевыми сестрами». «Хе-хе, конечно», — раздался очень хриплый голос. Выражения на лицах леди Фан и Чжо Жутин слегка изменились, услышав голоса, и они переглянулись между собой. Когда другие культиваторы выяснили происхождение черного облака, на их лицах также стало сиять удивление. Хань Ли был удивлен так же, как и остальные, когда услышал, как один из культиваторов пробормотал: «У этой секты изысканного звука есть такие связи, раз они на самом деле смогли пригласить эксцентричного Скарлетт Флейма с острова Черепахи». Хань Ли мог четко слышать бормотание этого человека благодаря своему исключительному духовному чутью. Услышав это, его сердце вздрогнуло. Когда Хань Ли услышал слова «остров Черепахи» и эксцентричный Скарлетт Флейм, он сразу же узнал о происхождении черного облака. Когда он знакомился с культиваторами стадии формирования ядра, которые жили по соседству, они неоднократно упоминали о великой репутации эксцентричного Скарлетт Флейма с острова Черепахи. Этот культиватор на поздней стадии формирования ядра прославился по всей области моря рассеянных звезд из-за непредсказуемости его дьявольского искусства водяного подсолнуха, а также из-за его невероятной беспощадности и жестокости. Многие люди также говорили, что этот эксцентрик Скарлетт Флейм должен вот-вот войти в стадию зарождения души, и что это был только вопрос времени, когда он станет таким же великим героем, похожим на боевого предка Цзянь-Иня. Поскольку он был единственным гегемоном острова Черепахи, никто не осмеливался его спровоцировать. Таким образом, его можно считать впечатляющим человеком. Неужели секта изысканного звука пригласила его сюда, чтобы он помог им? Хань Ли спокойно поднял голову и стал внимательно всматриваться в черное облако. В этот момент в черном облаке появился просвет, из которого вылетела стройная женщина, одетая в роскошную фиолетовую одежду. Она летела чрезвычайно элегантно, а ее лицо было покрыто слабой фиолетовой ци. Когда леди Фан и Чжо Жутин увидели ее появление, они тут же направились к ней, чтобы поприветствовать. «Младшая боевая сестра Ван, почему здесь этот эксцентричный Скарлетт Флейм? Это вы его пригласили?» Но в этом совсем не было необходимости. Тихо спросила Чжо Жутин, слегка нахмурившись. Верно, не стоило его в это втягивать. Дьявола легко призвать, но трудно потом от него избавиться. Кроме того, у нас уже достаточно людей, проговорила леди Фан с недовольным выражением на лице. Вы двое и тогда считали, что у нас было достаточно сил, когда мы перевозили товары, заявила женщина в фиолетовой одежде. Леди Фан сразу поняла, что она имела в виду, и с недоумением спросила: «Младшая боевая сестра, что ты имеешь в виду?» У нашего противника есть еще силы, о которых мы не знали. На лице Чжо Жутин также было удивление. Я получила информацию о том, что их логово контролируется их лидером, культиватором на поздней стадии формирования ядра. Поэтому по мере того, как вы собирали людей,
я отправилась на остров Черепахи, чтобы попросить эксцентричного Скарлетт Флейма помочь нам. Услышав это, две женщины с сомнением переглянулись между собой, но больше ничего не сказали. Хотя они знали, что она заплатила огромную цену, чтобы убедить эксцентричного Скарлетт Флейма помочь им, они пытались не обращать на это внимания. Лучше оставить это до того момента, когда с проблемами будет покончено. В этот момент женщина в фиолетовом перевела свой взгляд на вершину горы, осмотрев всех культиваторов, которые были на острове. Старшие боевые сестры пригласили больше культиваторов в стадии формирования ядра, чем я ожидала. Теперь с помощью этого эксцентричного Скарлетт Флейма обязательно сможем убить этих злых культиваторов и отомстить за мою мать. Холодным голосом проговорила женщина в фиолетовой одежде. «Расслабься, мы обязательно отомстим за мастера секты», сказала Чжо Жутин, слегка коснувшись ее красивых черных волос. «Верно. Мастер секты относилась к нам с большой добротой. Мы готовы положить свою жизнь, если это понадобится для осуществления мести», торжественно проговорила леди Фан. Женщина в фиолетовом была глубоко тронута и поклонилась им. «Я очень беспокоюсь за вас, мои старшие боевые сестры. Как только мы отомстим за мою мать, одна из вас должна будет стать мастером секты. Я, Ван Нин, не буду претендовать на эту должность», решительно сказала женщина в фиолетовой одежде. Когда Чжо Жутин услышала это, на ее лице появилось странное выражение. Она слегка приоткрыла рот, словно хотела что-то сказать, но так ничего и не сказала. Леди Фан удалось сохранить спокойствие, хотя по глазам было видно, насколько ее интересовало это заявление. Недалеко от Ханьли культиватор по имени Мэн пробормотал про себя: «Го. Должно быть, это фиолетовая духовная фея из секты изысканного звука. Как жаль, что она скрыла свое лицо волшебной техникой». Когда Ханьли услышал это, его сердце зашевелилось. Он раньше слышал о фиолетовой духовной фее. Ходили слухи, что ее красоту можно было сравнить с красотой богини, и она была одной из самых красивых женщин в области моря рассеянных звезд. Неужели это была она? Ханьли с удивлением посмотрел на женщину в фиолетовой одежде. В этот момент три женщины закончили говорить, и женщина в фиолетовом вернулась к черному облаку, подобно богине. Затем представители левых и правых торжественно начали операцию. С вершины горы метнулось более дюжины сверкающих полос и направилась на север. Ханьли и Кривая Душа были позади всех, желая лететь в спокойной обстановке. Однако по какой-то неизвестной причине культиватор по имени Мэн подлетел к ним, чтобы поболтать. Почему господин Даос Хань согласился помочь представителю левых? Я согласился потому, что одна из моих наложниц была учеником этой секты. Разве я мог отказать им? Может быть, Даос Хань тоже, мне не очень повезло с женщиной, в отличие от Даоса Мэна. Леди Фан просто пообещала дать мне предмет, который стоит моего времени. Равнодушно сказал Ханьли. Очень жаль. Самые лучшие вещи, которые можно получить от секты изысканного звука, это их прекрасные ученицы. Брат, лучшие вещи об секте изысканного звука — это, естественно, их прекрасные ученицы. Это действительно. Хотя Ханьли оставался спокойным, выслушивая этого старика, он не понимал, должен ли он смеяться или плакать. Старик был немного назойливым и напоминал одного из старших боевых братьев в долине Желтого Клена. Ханьли не мог долго выносить его болтовню. Таким образом, когда Ханьли иногда просто отвечал на его вопросы, не пытаясь активно поддерживать диалог, и следовал примеру тех, кто молча летела за сектой изысканного звука в неизвестное место. В конце концов, он прибыл на пустынный остров, где несколько учеников низкого ранга из секты изысканного звука секции ждали их довольно долгое время. Они наблюдали за логовом воров, который располагался на безымянном острове неподалеку. Зная, что никто не покинул логово злых культиваторов, фиолетовая духовная фея спустилась с черного облака и на некоторое время остановил Ханьли и остальных. На следующее утро они собирались совершить внезапное нападение. Глава 404. Чужая ловушка. Ночь прошла спокойно. Как только первые лучи света показались на горизонте, группа культиваторов появилась над логовом воров. «Это здесь?» Фиолетовая духовная фея с недоумением посмотрела на маленький черный остров под ней. Остров на самом деле был довольно маленьким, радиус его составлял всего около 2 километров. Точнее было бы назвать это огромным рифом. Да. Сюда прилетели золотые цикады мастера секты, но даже старейшины подтвердили их. «Злые культиваторы здесь», — сказала леди Фан. Женщина в фиолетовом только кивнула в ответ, больше не сомневаясь. Однако это место, очевидно, было временным укрытием.
Мало того, что остров был невероятно маленьким, но был покрыт такими простыми защитными формациями, которые были в принципе бесполезными. «Убейте их всех!» Фиолетовая духовная фея холодно отдала приказ, и изнутри черного облака послышался злобный смех эксцентричного Скарлетт Флейма, который буквально сдул их жалкую формацию свирепыми потоками света. Затем остальные культиваторы ринулись вниз. Грохот от разрыва формации, очевидно, взбудоражил людей внизу. После этого внизу раздался свист. Около 50 разноцветных полос света и огромное количество культиваторов встретило их атаку. 3 культиватора формирования ядра, которые командовали ими, были удивлены, увидев секту изысканного звука. Но, не дожидаясь их реакции, леди Фан закричала в атаку, затем она выпустила серебряный магический инструмент в форме диска и первой ринулась в атаку. Когда другие культиваторы увидели это, они тут же последовали ее примеру и начали атаковать. Все небо тут же покрылось разноцветными вспышками и оглушительным грохотом. Поскольку Хань Ли согласился на это ради небесного светящегося бамбука, естественно, что он не мог оставаться в стороне в такой ситуации. В результате он и Кривая Душа достали свои магические инструменты и тут же разгромили 5 культиваторов на поздней стадии заложения фундамента с одного удара. 2 культиваторам в стадии формирования ядра было легко справиться с небольшой группой культиваторов на стадии заложения фундамента. Однако кое-что все же было странным. Когда 5 культиваторов на поздней стадии заложения фундамента увидели, что 2 культиватора стадии формирования ядра атаковали их, они сорвали с себя одежду и превратились в свирепых демонов. Хань Ли был потрясен до такой степени, что его глаза чуть не вышли с орбит, несмотря на то, что они видели их раньше. Но даже несмотря на такое увеличение в силе и скорости, для Хань Ли они все равно были культиваторами стадии заложения фундамента. Им удалось выстоять еще несколько минут, прежде чем Хань Ли и Кривая Душа превратили их в пепел со своими магическими сокровищами. В этот момент Хань Ли обнаружил, что их демонические трансформации отличались от демонической трансформации школы черных демонов. Мало того, что их трансформация не требовала заклинаний или кокона, но в их телах также не было кровавого ядра 5 элементов. Хань Ли был озадачен. Какое-то время он размышлял о том, могут ли они быть как-то связаны со школой черного демона, но он сразу же отбросил эту мысль. Сейчас некогда было думать об этом. Было бы абсурдно, если бы он позволил кому-то убить себя только потому, что его мысли сбились с пути. Однако то, что увидел Хань Ли, только усилило его сомнения. Большинство культиваторов стадии заложения фундамента подверглись этой дьявольской трансформации. Кроме того, они объединялись в небольшие группы и яростно сражались изо всех сил. 3 вражеских культиватора стадии формирования ядра ранее были пойманы в ловушку черного облака эксцентричного Скарлетт Флейма и не могли сбежать. Судя по нескончаемым раскатам грома, им так и не удалось сбежать. В настоящее время несколько культиваторов формирования ядра противника и множество культиваторов стадии заложения фундамента мгновенно потерпели поражение в бою. Но даже в этом случае оставшиеся в живых до сих пор культиваторы продолжали бесстрашно сражаться. Их сила духа очень удивила всех атакующих культиваторов. Но в этот момент свирепый свист пронзил воздух, в результате чего множество культиваторов секты изысканного звука были оглушены на мгновение. Лица у всех невольно изменились. Почему вы все остановились? Просто убейте их. Ни к чему тянуть. Слова эксцентричного Скарлетт Флейма вырвались из его черного облака, растормошив культиваторов от оцепенения, в результате чего они продолжили свои ожесточенные атаки. Когда злые культиваторы услышали резкий свист, они воодушевились еще сильнее. Они выглядели так, как будто в настоящее время их было невозможно победить. В следующее мгновение над островом появилось несколько полос темно-серого света. Когда культиваторы из секты изысканного звука увидели это, они остановились и стали пристально вглядываться в эти серые полосы. За ними скрывались вновь прибывшие культиваторы стадии формирования ядра. Крупный мужчина средних лет, возглавлявший их, имел пепельный цвет лица. Хотя выглядел он совершенно обычно, на его лице было жуткое выражение. Колебания его магической силы намного превышали колебания 4 его союзников, и, казалось, он культиватором на поздней стадии формирования ядра. Остальные 4 были обычными культиваторами на ранней стадии формирования ядра, но все они зловеще смотрели на культиваторов из секты изысканного звука. «Кто вы, чтобы осмелиться убить учеников нашей секты тайной свирепой? Мы отомстим вам!» Его лицо потемнело от злости, когда он увидел, сколько у него погибло учеников. Остальные были ошеломлены. Эти бандиты понятия не имели, почему на них напали, а их слова звучали смело и праведно. Некоторые из более сообразительных людей с подозрением взглянули на фиолетовую духовную фею, леди Фан и Чжо Жутин.
Фиолетовая духовная фея свирепо взглянула на них и закричала: «Прекрати нести чушь! Вы совершили преступления, которые не могут быть возмещены даже смертью». Старейшина Чжао, который внимательно следил за леди Фан, внезапно вылетел из толпы и взмахнул рукой, выпустив 3-метровую полосу огненного света на врага. Культиватор средних лет яростно скривился и выпустил пепельно-серую дьявольскую ци, которая разразилась взрывом. Огромная 40-метровая аура пепельно-серой ци мгновенно превратилась в огромное туманное призрачное лицо. Как только лицо призрака появилось, оно раскрыло рот и двинулось вперед. Атака старшей Чжао исчезла в огромной пасти призрачного лица. Затем призрачное лицо без промедлений метнулось в сторону старшего Чжао. Внезапно старший Чжао запаниковал и метнулся назад к группе его союзников со скоростью молнии. Он громко крикнул: «Все действуйте вместе!» Он культиватор на поздней стадии формирования ядра. У нас нет единого шанса, и если мы будем сражаться в одиночку. Эти слова вызвали мгновенную реакцию 2 культиваторов стадии формирования ядра и часть культиваторов стадии заложения фундамента, которые немедленно выпустили свои волшебные инструменты и сокровища, чтобы поразить лицо призрака. Однако большинство из все еще колебалось. Эта сцена выглядела довольно грязно. При виде этого лицо Хань Ли слегка дернулось, и он вместе с кривой душой осторожно скользнул к задней части толпы. Хотя он и не знал, что должно произойти, Хань Ли решил немедленно дистанцироваться от предстоящей опасности. «Подождите. Тут что-то не так». Женщина в фиолетовой одежде, казалось, заметила что-то неладное и предупредила своих союзников. Тем не менее, атакующие культиваторы проигнорировали ее и продолжили свои атаки на призрачное лицо. Когда Хан Ли увидел это, его выражение лица слегка изменилось, а сердце стало биться быстрее. Вражеский культиватор среднего возраста не был глуп, поэтому Хань Ли понимал, что происходит что-то странное. Вражеский культиватор решительно взмахнул рукой в сторону призрачного лица, в результате чего оно зашипело. Затем оно открыло рот и извергло множество световых сфер. Магические инструменты и сокровища, в которые они попали, тут же стали хаотично раскачиваться в воздухе. Он воспользовался этой возможностью, чтобы призрачная голова вернулась к нему. Атакующие культиваторы были ошеломлены и не смели отделяться от группы, чтобы продолжить атаку. Может кто-нибудь сказать мне, что происходит? Воспользовавшись этой возможностью, фиолетовая духовная фея вылетела из группы и холодно спросил, пока она стояла между обеими сторонами. «Что происходит? Ты убила учеников моей секты без причины, и ты еще спрашиваешь меня об этом?» Холодно сказал человек средних лет. Его глаза уже были мрачного цвета. Женщина, одетая в фиолетовый цвет, безмолвно встретила его взгляд и медленно спросила: «Разве это не вы напали на секту изысканного звука и убили нашего мастера секты?» Мужчина средних лет ответил яростным тоном: «Что за вздор? Наша секта не возится с посторонними. Зачем нам делать такую презрительную вещь?» Когда женщина, одетая в фиолетовый цвет, услышала это, она замолчала, а ее глаза стали холодными. Когда другие услышали это, они, казалось, все поняли, и их выражения стали странными. Леди Фан внезапно вышла из группы и медленно проговорила: «Кажется, мы попали в чью-то ловушку, ГМ». «Это вы попали в ловушку или мы?» Человек средних лет ответил ей со злобой в голосе. Все ученики, которых он обучал в течение стольких лет, погибли за несколько минут. Он не мог скрыть свою ненависть. И если бы не тот факт, что в секте изысканного звука было слишком много культиваторов в стадии формирования ядра и опасения перед культиватором в черном облаке, он бы использовал всю свою силу, чтобы уничтожить их, несмотря на то, что он упал в чужую ловушку. Когда взгляд женщины в фиолетовой одежде полностью лишился эмоций, леди Фан с горячью усмехнулась. «Старший Чжао, старший Фу. Как насчет того, чтобы вы дали нам объяснение?» Фиолетовая духовная фея медленно повернулась и сосредоточила свое внимание на 2 этих людях в группе. Глава 405. Техника великого захвата. Слова фиолетовой духовной феи напугали остальных культиваторов, и они невольно перевели свой взгляд на старейшину Чжао и конфуцианского ученого среднего возраста. Конфуцианский ученый также был старейшиной секты изысканного звука, который обычно сопровождал Чжо Жутин. В эту же секунду леди Фан и Чжо Жутин, казалось, подумали о чем-то, и выражения на их лицах стали крайне неприглядными. Цвет лица леди Фан был хуже всех, а она казалась как взволнованной, так и раздраженной. «Здесь есть шпион!» — неожиданно закричал эксцентричный Скарлет Флейм. Затем он выпустил поток сверкающих молний из своего облака, который тут же обрушился на пустой участок земли, как если бы они были живыми змеями.
Изначально пустой участок земли потемнел, внезапно оттуда вырвалось огромное количество черной ци, которая полностью поглотила молнии. Вскоре после этого появился юноша низкого роста. Вучоу. Хань Ли, который тайком переместился в тыл группы, при виде этого мужчины невольно прошептал это имя. В этот момент многие другие культиваторы тоже узнали этого юношу и пришли в волнение. Члены тайной свирепой секты яростно посмотрели на Вучоу с еще большей тревогой. Однако, когда лидер секты увидел Вучоу, на его лице появилось странное выражение, в котором можно было разглядеть страх. Хех. Как и ожидалось от знаменитого эксцентричного Скарлетт Флейма, что вы сможете увидеть мою технику маскировки, Вучоу дерзко огляделся по сторонам и остановил свой взгляд на черном облаке. Внутри черного облака старик только фыркнул и ничего больше не сказал, в результате чего выражение лица Вучоу потемнело. «Раз ты здесь, значит, все это хитроумный план острова Цзень-Иня?» — спросила Чжо Жутин, когда поняла, что было не так. «Верно. Все это придумал я. Товары вашей секты украли люди из моей секты, а двое старших, повинуясь моим приказам, подстроили все так, чтобы вы решили, что это сделала тайная свирепая секта, этого никто не ожидал». Вучоу не собирался скрывать свои планы, но и признавался во всем с насмешкой. Кроме того, его глаза похотливо разглядывали фигуру женщины в фиолетовой одежде. Женщина в фиолетовой одежде молча смотрела на Вучоу. В этот момент старейшина Чжао, конфуцианский ученый и другие культиваторы, которые только что участвовали в атаке, внезапно подлетели к Вучоу и встали рядом с ним. Хотя фиолетовая духовная фея и Чжо Жутинг давно догадались о том, кто стоял за всем этим, выражения на их лицах стали гораздо более серьезными. «Старейшина Чжао, старейшина Мэн, наша секта всегда хорошо относилась к вам двоим. Почему вы это сделали?» — прокричала леди Фан с мертвенно-бледным лицом, так как старейшина Чжао и другие подлетели к врагу. Конкурируя с Чжо Жутин в секте изысканного звука, она потратила много усилий, чтобы втянуть в это дело старейшину Чжао, вплоть до того, что даже использовала собственное тело. Но теперь, когда он оставил ее без единого слова, ее охватила ярость и тревога. Лицо старейшины Чжао дернулось, когда он напряженно сказал: «Посланник левых, я не хотел этого делать. Однако обе наши жизни попали в их руки. У меня не было другого выбора». Леди Фан была ошеломлена на мгновение и вскинул брови, желая сказать что-то еще. Однако ее прервал холодный голос фиолетовой духовной феи: «Старшая боевая сестра Фан, нет смысла больше разговаривать с ним. Поскольку враг осмелился поймать нас в ловушку, у них наверняка были сторонники. Давай отложим это на потом и сначала спасемся от этого бедствия». Вучоу продолжал пялиться на скрытое лицо женщины в фиолетовой одежде, а затем щелкнул языком, сказав: «Фиолетовая духовная фея действительно настолько несравненная. Я уже давно восхищаюсь вами. Может быть, вы согласитесь выйти за меня замуж. Хотя у меня уже есть много наложниц, то вы станете моей главной женой». Фиолетовая духовная фея без колебаний ответил: «Да, я согласна». Эти слова ошеломили всех присутствующих, включая Хань Ли. Вучоу также был удивлен не меньше остальных, а затем спросил: «Молодая леди, вы серьезно?» Фиолетовая духовная фея ответила холодным голосом: «Если вы уничтожите всех культиваторов, которые убили мою мать, тогда я выйду за вас замуж». Счастливое выражение Вучоу тут же исчезло, и он покачал головой, нахмурившись: «Я не могу этого сделать. Многие из доверенных помощников моего деда действовали в тот день, так что я просто не могу их убить. Может, у вас есть другое желание?» Фиолетовая духовная фея холодно рассмеялась и что-то прошептал леди Фан, игнорируя Вучоу. Крайне уродливое лицо Вучоу вспыхнуло яростью, но через какое-то время ему удалось подавить гнев. Он перевел свой взгляд на одного из культиваторов из тайной свирепой секты. «Боевой дядя Сань, я не ожидал увидеть вас после стольких лет. Я сердечно поздравляю вас с воспитанием стольких учеников, боевой дядя». То, что сказал Вучоу, сильно удивило остальных. Хань Ли почувствовал, что его сердце стало биться с бешеной скоростью. Он высвободил свое духовное чутье, но не обнаружил ничего подозрительного. Теперь он не знал, что ему стоит делать: бежать или остаться, чтобы посмотреть, как сложится ситуация. В конце концов, он все еще не знал, утратил он возможность получить небесный сверкающий бамбук или нет. В этот момент мужчина средних лет холодно фыркнул и ответил: «Я здоров. Я действительно не ожидал, что ваши люди найдут мою базу для тренировок учеников. Кажется, все пошло не так». Вучоу посмотрел на мужчину средних лет со следом ненасытной жадности и сказал: «Хе-хе. Боевой дядя Сань такой смешной. Кто будет каждый раз отправляться в море небесного тумана в течение нескольких десятков лет и проводить одну и ту же тренировку? Боевому дяде Саню было бы лучше подготовиться к появлению зала небесной пустоты. В
течение этого года множество боевых дядей захватило разрушенную карту Небесной пустоты. Возможно, у боевого дяди также есть одна. 300 лет на исходе, и появление зала Небесной пустоты приближается. Однако, если боевой дядя передаст мне карту, я лично попрошу о помиловании ваших боевых племянников». Услышав эти слова, мужчина средних лет замолчал, а затем холодно ответил: «Мы были его учениками. Как я мог не знать о техниках старого дьявола Цзень-Иня? Если мы отдадим вам карту, он все равно убьет нас. Более того». Вучоу спросил, нахмурившись: «Более того, что вы действительно считаете, что мы поверим, что вы пришли сюда в одиночку? Старый урод, хватит скрываться. Быстро покажись», — мрачно сказал мужчина средних лет. Услышав это, Хань Ли и другие культиваторы были крайне поражены и стали поспешно оглядываться по сторонам. Неужели здесь был Цзень-Инь? Однако вокруг было спокойно и ничего необычного не произошло. Затем толпа культиваторов с недоумением посмотрела на мужчину средних лет и Вучоу. «Что вы пытаетесь сделать?» «Мне это надоело», — сказал Вучоу, придя в себя после удивления. Однако выражение его лица стало очень напряженным. Посмотрев на мужчину средних лет, он усмехнулся и сказал: «Неплохо, совсем неплохо. Неудивительно, ведь ты был моим лучшим учеником. Ты действительно смог распознать меня». Сказав это, лицо Вучоу исказилось, и через мгновение он превратился в худого, уродливого старика с прищуренными глазами, к всеобщему изумлению. У Хань Ли и остальных тут же пробежал холодок по спине. Техника великого захвата. Теперь я знаю, почему вы доверили такое важное дело младшему. Вы пришли лично, несмотря на то, что не были в своем теле. Мужчина средних лет нервно смотрел на старика. «Дорогой ученик, ты все еще осмеливаешься действовать против своего учителя?» Резким голосом проговорил старик, не двигая губами. Однако его голос заставил культиваторам невольно отступить назад из-за боли в ушах. «Хм. Ученик? Тогда вы решили убить всех нас без каких-либо объяснений. Вы когда-нибудь считали нас своими учениками? Или вы видели в нас только своих рабов? Кроме того, вы используете только технику великого захвата. В лучшем случае вы сможете использовать только треть ваших сил. Мне нечего бояться». Слова мужчины среднего возраста были наполнены презрением. Затем он взмахнул рукой, заставив призрачную голову увеличиться в размере, в результате чего она стала выглядеть еще более зловещей и страшной. Все присутствующие культиваторы были потрясены произошедшим, старик не рассердился. Вместо этого он сказал: «Правильно. Если бы это было 100 лет назад, ты был бы правы. Было бы довольно сложно захватить тебя живьем с третью силы. Но сейчас...» Затем на его лице появилась ехидная насмешка.